Еще одна тайна, спрятанная глубоко среди холмов восточного Вашингтона, вновь начала напоминать о себе. Бездонная пропасть, о которой говорят как о проходе к паранормальным явлениям. Камеру медленно опускали вниз, и вскоре ее поглотила темнота, та самая бездна, известная как дыра Мэла. Исследователи тесно столпились вокруг экрана. Поначалу видеозапись выглядела совершенно обыденно. Гладкие темные стены уходили вниз, создавая ощущение бесконечной шахты. Ничего необычного. Но затем что-то изменилось. Появилось искажение. Очертания начали деформироваться. Раздался звук. Руки дрожали, когда запись снова и снова перематывали назад. То, что они увидели, не поддавалось логике, а услышанное пробирало до костей. Яма была не просто глубокой. Она была чем-то совершенно иным, чем-то живым. В течение многих лет правительство отрицало ее существование, но теперь у них в руках оказались неопровержимые доказательства, и мир оказался к этому не готов. Когда вы обнаружили эту дыру? Дыра была там всегда. Мы работаем уже пару лет. И... Легенда о дыре. Мэла началась с телефонного звонка. 21 февраля 1997 года мужчина по имени Мел Уотерс позвонил в Coast to Coast AM, ночное радиошоу, известное своими разговорами о необъяснимом. В беседе с ведущим Артом Беллом Мел рассказал историю, которой вскоре суждено было выйти за рамки обычного эфира. Он утверждал, что на его участке земли в сельской местности неподалеку от Элленсбурга, штат Вашингтон, находится странная яма невообразимой глубины, настолько глубокой, что, по его словам, дна у нее просто не существует. При этом Мел подчеркивал, что он был далеко не первым, кто знал о ней. По его утверждению, яма существовала там на протяжении многих поколений. Местные индейские племена якобы называли ее «дырой дьявола» и относились к ней с откровенным страхом. Коренные жители полностью избегали этого места, веря, что оно проклято и наполнено сверхъестественными силами. Легенды утверждали, что любые предметы, брошенные внутрь, исчезали навсегда и больше никогда не возвращались. Со временем слухи превратились в шепот, но для тех, кто жил поблизости, яма по-прежнему оставалась загадкой. На протяжении десятилетий местные жители относились к ней скорее как к странному, но удобному объекту. Фермеры, владельцы ранчо и обычные домовладельцы использовали ее как свалку для старой бытовой техники, сломанной мебели и прочего мусора. Сколько бы отходов ни отправляли внутрь, яма, казалось, никогда не заполнялась. В конце концов, Мел решил выяснить, насколько она глубока на самом деле. Он взял рыболовные снасти, привязал к леске груз весом в 1 фунт и начал опускать его в пропасть. Прошли 100 футов, затем 1000, затем 5000. Леска продолжала уходить вниз без малейшего сопротивления. Тогда Мел начал связывать между собой несколько катушек, позволяя грузу опускаться все дальше и дальше. Когда он, наконец, сверился с механическим счетчиком, его охватило потрясение. Более 15 миль лески уже были поглощены ямой, но дна она так и не достигла. Чтобы убедиться в правильности эксперимента, он прикрепил к леске упаковку леденцов Lifesaver, рассудив, что если внутри есть вода, они должны раствориться. Когда леску вытащили обратно, леденцы остались целыми. Это означало, что яма не была водоемом. Если измерения Мэла были точны, глубина ямы превышала любые известные искусственные раскопки, включая Кольскую сверхглубокую скважину в России, уходящую вглубь Земли всего на 7,6 мили. Геологи утверждали, что подобное невозможно. Давление и высокая температура на таких глубинах должны были разрушить стены, вызвать обвалы или, по крайней мере, оставить заметные геологические следы. Но Мел настаивал, что его расчеты верны, и если это так, то дыра Мэла противоречит всем известным законам физики. Вскоре возле ямы начали появляться люди в защитных костюмах.
Мел быстро понял, что больше не контролирует свою землю. Сначала это были лишь тревожные намеки, незнакомые следы шин в грязи, свежие отпечатки тяжелых военных ботинок. Но вскоре ситуация обострилась. Однажды утром, когда он направлялся к своему участку, его остановили, не позволив приблизиться. Территорию охраняли люди в желтых защитных костюмах. Они не предъявили никаких документов, заявив, что доступ ограничен из-за якобы произошедшей неподалеку авиакатастрофы. Но Мел знал, что это неправда. За годы жизни там он не видел ни обломков, ни спасательных служб, ни сообщений в новостях. Позже он столкнулся с еще более мрачным развитием событий. К нему обратилась группа людей в военной форме вместе с чиновником в штатском и предложила сделку. Если Мел немедленно покинет США и никогда не вернется, он будет получать $250 тысяч в год до конца жизни. Если же он откажется, ему дали понять, что его жизнь могут сделать невыносимой. Один из чиновников прямо намекнул, что на его земле без труда можно обнаружить нелегальную лабораторию по производству наркотиков, чего было бы достаточно, чтобы отправить его за решетку на десятилетия. Выбор был очевиден — принять деньги и исчезнуть или столкнуться с последствиями. Вскоре после этого Мел пропал. Его телефон замолчал. Его дом оказался заброшенным, а затем исчезла и сама земля. Участок, на котором находилась яма, был конфискован правительством. Официальная причина так и не была названа, а записи о собственности Мела словно испарились. Район оказался полностью закрыт. Доступ к нему охранялся вооруженными патрулями. Еще более тревожным стало то, что начали замечать на спутниковых снимках. Казалось, что сам участок был стерт или изменен. В 2002 году, спустя 5 лет после того, как Мел впервые рассказал свою историю, группа исследователей-любителей решила отправиться на поиски дыры Мела самостоятельно. Их путь пролегал через леса округа Кититас, штат Вашингтон. Они надеялись найти то, что, по их мнению, правительство скрывало, но столкнулись с новой загадкой. Несмотря на старые карты, на которых был отмечен этот район, яма словно исчезла. Была ли она засыпана, уничтожена или все еще скрыта? Спустя время исследователи вернулись вновь, уже с камерой, решив провести собственный эксперимент. Легенда о дыре Мела не угасала. Вмешательство правительства, внезапный захват земли и тревожные рассказы местных жителей лишь подогревали интерес. Вооруженные современными технологиями, они прочесывали местность возле хребта Манисташ, полагаясь на старые интервью, спутниковые данные и устные свидетельства. И, наконец, они обнаружили участок потревоженной земли, отличающийся от окружающего ландшафта. Почва казалась пустотелой, неестественной. Они начали копать и спустя часы обнаружили выложенное камнем отверстие. Именно такое, каким его описывал Мел Уотерс много лет назад. Камеру снова опустили внутрь. Сначала все выглядело нормально. Гладкие, однородные каменные стены, отсутствие влаги и растительности. Но на глубине около 100 футов температура резко упала, а приборы начали давать сбои. На 300 футах камера зафиксировала слабое пульсирующее свечение, не похожее на отражение или природный свет. Оно вспыхивало и гасло с пугающей регулярностью, словно подчиняясь какому-то ритму. Затем по экрану промелькнула тень, полностью заслонившая свет на мгновение, и исчезла. Записи породили больше вопросов, чем ответов. Что бы ни скрывалось в дыре Мела, это не было простой иллюзией или технической ошибкой. Искажения, странные звуки и движения в глубине указывали на нечто, выходящее за пределы привычного понимания. Теории начали распространяться почти сразу. Одна из самых противоречивых утверждала, что дыра Мела вовсе не природное образование,
а часть секретного правительственного проекта. Реакция властей, захват Земли, исчезновение Мэла и цензура спутниковых снимков лишь усиливали подозрения. Позже Мел рассказывал о второй дыре, обнаруженной в Неваде, о жутком эксперименте с овцой, погибшей без внешних повреждений, о странном зародыше с серой кожей, который распался на части, и о загадочном кристалле, холодном как лед и горящем синим пламенем, не сгорая. Скептики отвергали эти заявления, считая их вымыслом, но вопросы так и оставались без ответов. Если дыры были созданы человеком, кто и зачем это сделал? Если они были естественными, какая сила заставляла их вести себя так? А если это было нечто совершенно иное, то что именно скрывалось в их глубине? После последнего звонка в 2002 году Мел Уотерс исчез окончательно. Его больше никто не видел. Его имя вновь стерли из записей, а правительство продолжило отрицать само существование дыры Мела. И по сей день исследователи, документалисты и любители паранормального возвращаются в район хребта Манисташ в надежде найти ответы, но возвращаются с пустыми руками. Остаются лишь странные кадры, тревожные аудиозаписи и история, застывшая между реальностью и вымыслом. Была ли дыра Мела настоящей аномалией или всего лишь пугающей городской легендой, рожденной человеческим воображением? Возможно, правда действительно находится где-то посередине, и до тех пор, пока не появятся конкретные доказательства, легенда о дыре Мела будет продолжать жить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.